Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу стильную и очень функциональную сумку из трикотажной пряжи. Использую фурнитуру. Это верхняя часть сумки с замком. Она имеет у меня бордово-шоколадный оттенок. Очень красивая. Также в тон моей фурнитуре я выбрала пряжу. Пряжа «Вяжи еще». Это трикотажная нить. Номер цвета 38. Очень красивый цвет. Называется Марсалла. Камера не в полной мере его передает, так что делайте на это небольшую поправку. Нить синтетическая, длина 160 метров, ширина нити 6-8 миллиметров. Несмотря на то, что я выбрала плотный узор, эта трикотажная пряжа идеально для него подойдет. У меня два мотка. Сшивать мотки я буду стык в стык. Вы пользуйтесь любым удобным способом. Можно будет по ходу ввязать один моток в полотно и продолжить работу с нового мотка. Также приготовила крючки 5,5 мм основной, 3,5 вспомогательный. Вспомогательный должен хорошо проходить в отверстие по фурнитуре, он для привязывания. Ножницы и сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучиваю количество петель, количество рядов и размеры моих заготовок в сантиметрах. Фурнитура шириной 28 сантиметров, глубина 10 сантиметров, имеет 26 отверстий. Все необходимые ссылки, как всегда, оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок. Короткий край перед работой. Подхватываю длину рабочей нити и формирую первую петлю. Для моей ширины изделия мне потребуется 28 воздушных петель. Ширина ряда будет 27 петель. 28 готово. Очень эластичная пряжа. Сейчас мерку снимать нет смысла. Нужно провязать хотя бы один ряд. Я пропускаю первую точку, вставляю крючок во вторую заднюю перемычку. На этой стороне остается обе дужки кромочной косы. И провязываю столбик без накида. Так в каждую следующую точку провязываю один столбик без накида. 27 столбиков до конца ряда. Готово. На этом этапе первый ряд провязан. Ширина моей заготовки 27-28 сантиметров, то, что нужно. Перехожу к вывязыванию узора. В конце каждого ряда провязываю воздушную петлю, подъем на следующий ряд. Далее крючок буду вставлять в текущий ряд полупетля и в предыдущий ряд полупетля, вот так захватывая полупетли текущего и предыдущего ряда. И провязываю столбик без накида. Следующая точка, внимательно, полупетля в текущем ряду и полупетля в предыдущем ряду. Здесь остается лицо моего узора, здесь я вяжу текущий ряд. Можно поворачивать вязание, как вам удобно. Главное захватить правильные петли. В текущем, в предыдущем. И столбик без накида. Соответственно, по 27 столбиков в каждом ряду. Сейчас вяжу до конца ряда. Я подхожу к окончанию второго ряда, провязываю предпоследний столбик и здесь внимательно последний столбик также в текущий и предыдущий ряд за полупетли. Они совсем уже здесь рядом, потому что ряд собрался и стянул эти петли рядом. Готово. В конце каждого ряда петля подъема, переворачиваю вязание как удобно. И здесь только что на меня был повернут этот ряд. Я не отворачиваю его от себя, а оставляю, потому что вставляю за полупетлю текущего ряда и предыдущего. Тоже мне нужна полупетля. Провязываю столбик без накида. Снова внимательно. Текущий, предыдущий. Текущий, предыдущий. Так вяжу до конца третьего ряда.
В следующем ряду, соответственно, буду вставлять вот текущий, предыдущий в эти две точки. И так туда-обратно, мне необходимо навязать нужный размер заготовки. Эта часть, это основная часть сумки. Чем больше навяжется рядов, тем сумка будет глубже. Продолжаю ряд за рядом, не забываю в конце каждого ряда провязать петлю подъема. Сейчас, если посчитать ряды по одной стороне, у меня провязано 32 ряда. Глубина заготовки 35 сантиметров. Обращаю ваше внимание, вот он край начала. Здесь сейчас можно его спрятать внутри рядов. Прям затягиваю тонким крючком внутрь. Полотно очень плотное, можно сказать, что оно двойное. Нити прячутся очень хорошо в таком полотне. Все, завершающий штрих, можно вынимать крючок. Здесь сейчас у меня будет завершающий ряд. Вот эта ступенька уйдет. Провязываю воздушную, переворачиваю полотно как удобно и в те же самые точки полупетля текущего ряда, полупетля предыдущего провязываю соединительную. Следующая точка то же самое, соединительная. Не затягиваю эти петли, чтобы край не стянулся. Так до конца ряда деталь будет завершена. Последняя точка, соединительная. Немного укорачиваю нить. Небольшой запас, чтобы было удобно спрятать, и вытягиваю ее полностью. Здесь увожу в край и возвращаю в исходную точку. С помощью тонкого крючка увожу внутрь полотна. Готово. На этом этапе размеры моей заготовки по ширине не изменились, 27-28 сантиметров. Длинная сторона прямоугольника 35-36 сантиметров. Откладываю ее в сторону. Перехожу к вязанию боковых деталей изделия. Здесь мне потребуется 7 воздушных петель. Точно так же формирую первую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаю первую, во вторую точку, в заднюю перемычку, вставляю крючок, провязываю столбик без накида. Следующая точка, столбик без накида. И так получится 6 столбиков в ряд. Пятый, шестой. Здесь петля подъема, все то же самое. Поворачиваю полотно, полупетля текущего, полупетля предыдущего ряда, столбик без накида. Получается 6 столбиков в ряд. Навязываю необходимое по глубине количество рядов. Рядами туда-обратно. В конце каждого ряда не забываю провязать воздушную петлю или петлю подъема. Сейчас по одной стороне у этой детали 12 рядов, ну, соответственно, 24 ряда я связала. Размер этой детали: ширина 6-7 сантиметров, глубина почти 15 сантиметров. Сейчас мне нужно сделать здесь скругление. Делаю его следующим образом. Воздушная петля в конце ряда, вставляю крючок в текущие точки, текущий ряд, предыдущий ряд, вытягиваю петлю, но не провязываю ее. Следующая точка, вытягиваю петлю и провязываю 2 петли вместе. Это убавление. Далее двигаюсь к концу ряда. В конце ряда делаю то же самое.
вот 2 последние петли, 1 и 2, провязываю эти петли вместе, воздушная петля, переворачиваю. Теперь первую точку по основанию пропускаю, для нее нет парной в текущем ряду, провязываю столбик, этот ряд без убавок, еще один, третий, и получается 4 столбика в этом ряду всего. Здесь также осталась петля, для которой нет парной, воздушная петля, переворачиваю, и здесь первая, вторая, здесь, напоминаю, уже 4 петли, 2 вместе и следующие 2 тоже вместе. Даже не провязываю эти 2, а сразу протягиваю, чтобы край был более закругленный. Без провязывания последних петель делаю протяжку. Укорачиваю нить с небольшим запасом, вытягиваю ее полностью и увожу в полотно, хорошенько подтягивая, чтобы край был достаточно закругленный. Таких деталей, как я только что связала, мне потребуется 2. Соответственно, точно так же количество рядов и убавления вяжу и вторую деталь. Готовы обе боковины. Их итоговая глубина получилась 17 сантиметров, ширина 6-7 сантиметров. Они должны идеально вписаться в длинный край моей заготовки. Здесь стык в стык пришьется. Далее закругленная часть, и здесь стык в стык. Ориентируйтесь на этот размер, если плотность вязания у вас другая. Короткий край моей заготовки соответствует ширине фурнитуры. Сейчас мне нужно подготовить фурнитуру по краю для того, чтобы в итоговом виде собрать сумочку. Убираю в сторону свои детали, беру тонкий крючок, напоминаю, у меня 3,5 мм, разделяю фурнитуру и здесь сейчас прохожусь обвязочными петлями. С небольшим запасом он вяжется в полотно. Провязываю. И так в каждую точку провязываю столбик. Достаточно плотно и аккуратно. У меня плотность совпадает. Напоминаю, петель точек 26, столбиков по краю 27. Одну точку не так сложно скорректировать. Обвязываю одну и вторую деталь. Здесь последняя петля у каждой детали. Провязываю. Укорачиваю нить с небольшим запасом. И, как и везде, прячу ее по внутренней части с помощью тонкого крючка. Нить эластичная и уходит в полотно достаточно крепко, но для надежности можно ее и подшить. Готово. Обе детали у меня подготовлены для того, чтобы собрать сумочку. Нахожу более красивую сторону изделия. У меня эта сторона, так как здесь немножко виден след соединения нити. Я не стала их сшивать, а просто ввязала в полотно, так как узор очень плотный. Поэтому и останется это лицевой частью. Я беру новую нить, которой буду работать. Можно вернуться к тому крючку, которым я вязала полотно. 5,5 мм. Здесь сейчас вставляю в кромку достаточно низко, чтобы было крепко. Вот здесь, здесь, то есть не за одну ниточку буду вставлять крючок, а прям вот основательно. Вставляю здесь и с этой стороны. Но так как у меня здесь красивая коса, верхняя часть будет с кожаной частью. То есть вставляю крючок сначала в кожаную обработанную часть, далее сюда. Подхватываю рабочую нить, вытягиваю. Небольшой запас, его я спрячу и подошью. Далее следующая точка. Здесь
По верхней части, по нижней части в соответствующие точки вставляю соединительные. Снова и так прохожу до самого края. Напоминаю, у меня здесь на одну петлю больше, то есть я здесь ставлю 2 раза, так как здесь в одну, чтобы скорректировать, и здесь они совпали. Напоминаю вам этот момент и продолжаю пришивание. Вот здесь примерно по центру я вставляю в текущую точку, а по основанию повязанной части пропускаю одну точку, чтобы у меня идеально деталь села на вязаную часть. И продолжаю. Здесь, как я и планировала, у меня совпали точки. Не прерывая нити, я продолжаю пришивать боковину. Беру одну из деталей и подкладывать ее буду под основную часть. То есть здесь я вхожу в угловую точку, точно так же, достаточно глубоко. И здесь из лица в изнанку, и здесь из лица в изнанку прокалываю деталь, подхватываю нить, вывожу петлю соединительная. Далее напротив каждого ряда, здесь у меня ряды соответствуют, я выравниваю деталь так, чтобы одна вошла в другую. И продолжаю провязывать те же самые соединительные петли, тамбурный шов. Здесь снова перехожу на верхнюю часть. И этим же тамбурным швом, не прерывая нити, я продолжаю пришивать. Точка, угловая точка, последняя соединительная. Здесь проверяю так, чтобы замок замкнулся, чтобы не перепутать сторону изделия. И точно так же сверху накладываю эту деталь, вхожу в первую петлю, здесь возвращаюсь в угловую точку. Соединительная, следующая точка за точкой, тоже здесь подхватываю достаточно широкий пласт петель. То есть вот здесь у меня входит крючок за обе дужки и подхватывает еще заднюю перемычку по плотной детали, для того, чтобы она крепко пришилась. Здесь завершаю ряд. Напоминаю, одну петлю нужно скорректировать и пришиваю вторую деталь, так же точно, как и эту боковую сторону. Здесь в конце я уже укоротила и вытянула нить и соединяю его с первым стежком. Здесь. Вот с этого стежка начиналось пришивание фурнитуры. Увожу этот отрез нити сюда. И буду возвращать в исходную точку, после чего спрячу на изнанке. Здесь за обе дужки кромочной косы ниточка уходит и возвращается в эту же точку на изнанку. Сумка получилась очень лаконичная и практичная. От второго мотка осталось немного пряжи. Можно связать изделие большего размера по глубине или по боковым частям, или внутренний карман. Видеоурок, где я вяжу внутренний карман, прикреплю вам сразу после этого видео. Сюда он очень здорово впишется. Можно также вшить подкладку с карманами, тканевую, на ваше усмотрение. Изделие стильное и очень функциональное, прекрасно подойдет на демисезон и будет здорово смотреться в любом цвете. Итоговые размеры. Естественно, они зависят от размера заготовки, которую я использую. Но итоговая ширина по верхней вязаной части 30 сантиметров, глубина вязаной части порядка 19 сантиметров, общая глубина изделия 28 сантиметров. Сумочка стильная и очень красивая. Напоминаю, все необходимые ссылки остаются в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Будет много интересных видео. Всем пока!